Всем привет! Сегодня у нас красивый фильм. Я буду рассекать вот так над озером. Будет коллизия с лебедями, которые не будут давать мне стартовать и причалить. А будут очень красивые места и рассказ про происходящее. Итак, это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее, и я на электросерфе. Вот смотрите, лебеди не дают мне выплыть. Естественно, перегородили мне фарватер. Вот. И моя задача сейчас убедить их сдать немножко вправо. Вот, и потом раз, вот так, рядом с ними выплыть. То есть это регулярно происходит. Они регулярно устраивают вот такие мне блокады. Ну, как бы я с ними уже научился договариваться. Смотрите, сейчас скоростной участок. Я просто пересекаю озеро. В этом месте озеро шириной 1300 метров. Соответственно, я за 100 метров до другого берега поверну. Это значит, что 1200 метров мне предстоит пролететь максимально быстро. Это доска Радин, шведская. Сейчас вот у меня скорость от 30 до 35 км в час. В принципе, доска может ехать где-то 40-45. Учитывая, что я тяжелый наездник, мой вес 92 сейчас, это комфортный для меня вес. Но для такой доски я немножко тяжеловат. То есть, если остановиться, доска уйдет под воду. То есть, она меня не держит. Соответственно, я должен стартовать. Когда доска начинает двигаться, она становится более устойчивой, и она меня выдерживает. Вот я вдоль побережья. Это у нас Штайндорф. Село Штайндорф, которое тоже туристическое. Там сельское хозяйство и туризм. Очень приятное место. Вот проезжаю вдоль берега, проплываю. Доска по мере того, как набирается скорость, может перейти в режим такое глиссирования. То есть она будет просто парить практически над водой, едва касаясь. То есть доска, вот сейчас нос вначале был задран, а потом, вот сейчас тоже нос немножко приподнят. Когда скорость набирается, доска выравнивается, соответственно уменьшается сопротивление воды. Вот. И скорость увеличивается. Как производится управление? Вот смотрите, я показываю, что штука достаточно верткая. То есть у меня есть такое развлечение, и я вот там приплываю, у них там лодки напаркованы. И между этими лодками, виражи всякие делаю. Вот. Доска очень верткая. Управление производится, естественно, руля нету, да, как вы понимаете. Управление производится переносом центра тяжести. Я нагибаюсь, наклоняя туловище в ту или иную сторону. Соответственно, если я хочу повернуть направо, я вправо смещаю туловище. Доска поворачивается. В зависимости от скорости движения и интенсивности вот этого поворота у вас, соответственно, будет более крутой поворот, менее крутой. Но штука вот очень точная. То есть вот я могу въехать для того, чтобы причалить, я въезжаю в нашу вот эту бухточку возле пирса, там ширина 1,5 метра. Вот я могу с точностью 1,5 метра вот абсолютно четко на хорошей скорости въехать. Вы увидите, будет момент, я буду проезжать между лодкой и берегом, там тоже очень-очень тесно. Вот это я проехал вдоль заповедник водоплавающих птиц, и сейчас повернул на запад. Вот это я сейчас плыву в направлении Словении. Вот смотрите, сейчас я буду приплывать между лодкой и берегом. Там так, достаточно тесно. Чуть шире доски, это, как видите, совсем свободно. Оптимальное такое, доставляющее наибольшее удовольствие катание при спокойном озере.
Если хочешь немножко, так сказать, для тренировки, для какого-то драйва, надо выплывать в моменты, когда озеро, ну, так сказать, более бурное, когда есть ветер, что-то такое. То есть я периодически практикую. Вот я проплываю мимо соседа, рыбака, у которого собака. Вот недавно ролик был на канале про кошачьих аниматоров. Вот я проехал мимо моего дома и еду дальше. А сейчас у нас будет та самая спортивная база, молодежный лагерь. Я часто упоминаю его в своих видео, в своих роликах. Там есть большой кемпинг, огромный кемпинг, и рядом большая спортивная база. То есть они предоставляют возможности для различных команд, для сборов. То есть молодые ребята, которые гребцы, там, на серфинг, просто оздоровительные, общеоздоровительные. А периодически летом бывали, там, сказать, их возьмут человек 50 вот таких подростков, всех на доски поставят, и они вот эта толпа плывет на саббордингах. Ну, бизнес, ориентированный на предоставление вот таких услуг для молодых спортсменов, ну, для команд. Вообще на озере очень часто проходят сборы, ну, гребцы команды стран тренируются здесь, вода спокойная, и часто можно видеть, плывет катер сопровождающие, и гребцы там двойки, восьмерки, четверки, ну, самые-самые разные конфигурации. Пловцы на дальнее расстояние тут тренируются на озере тоже часто. Вот смотрите, я делаю разворот, то есть еду прямо вот в направлении берега, огибаю вот эту яхточку. Вот видите, достаточно резкий поворот. Ну, это все делается. Какими данными надо обладать, чтобы вот так? Это опыт. Вот смотрите, я сам создал себе вот эту волну. Немножко погодя, я буду через волны прыгать, вот увидите, как это происходит. Значит, ну, мне под 60. Вот. Надо иметь определенную некоторую минимальную спортивную форму, да, вы должны, так сказать, свободно приседать, вы должны как бы, ну, быть скоординированными, чувство равновесия. Вот смотрите, я по волнам, вот, просто прыгаешь, выставляешь доску перпендикулярно волне и пошел. Надо иметь чувство равновесия хорошее, надо уметь быть достаточно гибким для того, чтобы, ну, вот эти повороты все делать, какие-то реакции. Особой какой-то сверхподготовки физической не надо, но какую-то определенную физическую форму, конечно, ну, иметь желательно, чтобы, ну, получать удовольствие от катания. Вот видите, я видно, что получаю удовольствие. То есть это не мучение, когда ты там 100 метров проплыл, упал, потом вскарабкался, опять поплыл, опять упал. Ну, это на начальных этапах неименуемо. И тренировка. У меня это уже вторая доска, прошлая была, так сказать, послабее. А я занимаюсь активно саббордингом, тоже с веслом. В свое время виндсерфингом занимался, когда были условия. Поэтому, да, некоторая тренировка. Вот смотрите, я свернул, мне не дали причалить. Ну, естественно, кто не дал. Наши друзья-лебеди. Они просто перекрыли. Вот. А я хочу заплыть, чтобы не купаться. То есть иначе надо спрыгнуть заранее и вплавь добираться, ну, не хочется. Ну вот очередная попытка, но они тотально перекрыли. А в итоге я сделал три захода. Потом они все-таки достаточно сгруппировались, сдали в одну сторону. Мне Андрей помог. Андрей их немножко, там сказать, шуганул. Ну, тем временем дрон садится. Все, дрон сел. Ну что, компашка, каким-то чудом дали мне причалить, да? Ну и я, как честный человек, должен им чего-нибудь дать. Да, сейчас вам дадим. Вот. Потом я затащу доску, сниму аккумулятор, отвезу его наверх. У меня тележка, на тележке отвезу наверх, на зарядку поставлю. Мешалки вы настоящие, вот кто вы. Зарядка занимает около 4 часов. Обычно. Что делать? Придется вас покормить. Да. А потом уже буду доску вытаскивать. На. И вы на. Можно купить зарядку, которая там за 1,5 часа будет заряжать. Ну,
Нет. А смысла особого это не имеет. Потому что перерыв надо между катанием все равно делать. Ну, вот такой сеанс катания занимает обычно минут 15. 15-17 минут. И преодолеваю от 5 до 6 километров за это время. Хорошее развлечение. Если есть у вас желание, возможность, попробуйте. Современные аккумуляторы емкие сделали возможным вот такой интересный, оригинальный, увлекательный вид спорта. А на этом все. Желаю вам всего наилучшего. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Пока-пока.